you can always see far enough to take one more step. Вы всегда можете видеть будущее достаточно четко для того, чтобы сделать хотя бы первый шаг. And if you take that one step, you will see far enough to take another step. И как только вы сделали этот первый шаг, вы с этой позиции легко увидите второй. If you can just be clear about what success means to you, И если вы просто для себя четко определите, что же такое успех в вашем понимании, then nature will show you the first step. тогда природа отступит и покажет вам первую ступень. And if you just keep taking the steps И если вы будете продолжать идти, несмотря ни на что, and never give up, никогда не сдаваться, you must succeed. тогда вы доберетесь до этого положенного вам успеха. Every successful person you ever speak to will say, that's my secret. И каждый человек успешный, с кем я когда-либо разговаривал, так или иначе сообщал, что именно в этом его So секрет. have the courage to take the first step. Поэтому наберитесь храбрости сделать первый шаг. Goal orientation. Следующий наш пункт – это ориентация на цель. If you can imagine a dartboard or a target, Представьте себе мишень. what you have is different points for each part of the target. И вы знаете, что в зависимости от вашей точности вы получаете определенное количество очков в зависимости от попадания. The center target may be worth 100 points, Возможно, если вы попадаете в яблочко, вы получаете 100 очков. and the next one may be worth 75, Следующий уровень 75, and 50, 50, and 25, 25, and 10. 10. So your goal is to be absolutely clear about what is the highest score. Именно поэтому ваша задача для себя понять, за что вы получите самое большое количество баллов. To decide exactly what you want. Поэтому первый шаг – четко определить, чего вы хотите. And number 2, write it down. И второй шаг – запишите то, что вы придумали. A goal that is not in writing is only a wish. Потому что цель, которую вы не записали, остается вашим желанием. It's a fantasy. Это просто фантазия. It has no power behind it. У нее нет никакой силы, внутренней мощи. It's like a bullet in a gun with no powder in the cartridge. Это просто как пуля в пистолете, у которой нет пороха, которая не может выстрелить. You can shoot over and over and nothing happens. Вы можете нажимать на курок снова и снова, но пуля не вылетит из дула. So number 3 is set a deadline. Третье, вы должны поставить себе крайний срок. Set a schedule to achieve your goal. И, исходя из крайнего срока, создать расписание достижения цели. You increase the likelihood of achieving your goal by 10 times just by setting a schedule. Если вы создаете расписание для достижения данной цели, вы увеличиваете вероятность ее достижения в 10 раз. Make a list of everything that you could think of to achieve the goal. Вы должны написать список вещей, которые вы можете сделать для того, чтобы эту цель достичь. Think of every single thing you could do to achieve that goal. Причем не ограничивайте свою фантазию, напишите все, что придет в голову, что поможет достижению цели. And keep adding to the list as you think of new things. И когда вам будут приходить в голову новые идеи, продолжайте пополнять список. People that you could phone. Например, люди, которым вы могли бы позвонить. Books or articles you could read. Книги, которые вы могли бы прочесть. Plans that you could write out. Какие-то планы, которые вы могли бы написать и исполнить. Meetings that you could organize. Встречи, которые вы могли бы Just write организовать. down everything you can think of to achieve the goal. Все, что приходит в голову для достижения целей, все записывайте. And then number 5 is to organize your goal into a plan. Пятым шагом является организуйте свою цель в план. And a plan is a list of activities that is organized in 2 ways. Потому что план – это список вещей, которые нужно сделать, список действий, который организован с использованием двух критериев. First of all, you have to organize your activities by sequence. Во-первых, вы выстраиваете все шаги в нужной последовательности. What do you need to do before you do something else? Что вам необходимо сделать до того, как вы переходите к следующему шагу? What comes first? Что сначала, что потом. And here's an interesting discovery. И вот еще одно интересное открытие. It's called the 10-to-1 rule. Называется правило 10 к 1. It says that for every minute that you spend planning your goal, you will save 10 minutes in achieving your goal. На каждую минуту планирования вы сэкономите 10 минут, когда будете реализовывать этот план. You will make far fewer mistakes and achieve your goal far faster if your plan is complete. Если ваш план будет полным и четким, вы будете совершать меньше ошибок и в 10 раз быстрее достигнете цели. Now, step number 6 in this recipe is to take action immediately. После составления планов идет следующий шаг, шаг номер 6. Мы начинаем действовать немедленно. Stand up and do something now. Просто встаньте и сделайте что-то прямо сейчас. Don't fall into the trap
of the low performer, Не надо идти по пути наименьшего сопротивления, как другие посредственности. who always has a reason not to start now. Потому что у неудачников всегда найдется причина, почему стоит что-то отложить. Then number 7, and this is what will guarantee your success. И 7-й шаг, который гарантирует ваш успех. Do something every day on your major goal. Делайте что-то каждый день для достижения своей главной цели. Every single day, do at least one thing. Каждый день делайте хотя бы одну мелочь. Do some, it may take you 1 minute, it may take you 1 hour. Возможно, у вас на это уйдет минута или час. But there is a law in physics that is very important for success. Но в физике есть правило, которое для успеха очень важно. And it's called the law of inertia. Это правило называется принципом или законом инерции. And it says that something that is in motion stays in motion. И суть этого закона в том, что что-то, что начало движение, за счет внутренней энергии будет продолжать двигаться. Once you make a decision to double your income, Поэтому, как только вы приняли решение увеличить свой доход вдвое build a successful business, и построить действительно успешный бизнес, get out of debt completely, полностью избавиться от долгов, have a beautiful home, сделать свой дом красивым и уютным, take lovely vacations, и ездить в те отпуска, в которые вам хочется ездить. take the first step, and then just keep on until you succeed. Делайте первый шаг и не позволяйте себе расслабляться до тех пор, пока не достигнете Now we're успеха. going. Вы всегда можете видеть будущее достаточно четко, чтобы сделать хотя бы первый шаг. И как только вы сделаете первый шаг, с новой позиции легко будет сделать второй. Формула для постановки цели. Точно решите, чего вы хотите. Запишите это на бумаге. Установите крайний срок достижения цели. Составьте расписание. Составьте список всех дел, которые вам придется сделать. Преобразуйте этот список в план действий. Начните действовать по плану незамедлительно. Каждый день продвигайтесь на шаг к цели. And now what I'd like you to do is I'd like you to write down 10 goals. И сейчас на этом пустом месте я хочу, чтобы вы записали 10 целей. And there's 10 goals that you want to accomplish in the next year. 10 целей, которых вы хотели бы достичь в ближайший год. But these are written in a special code. Причем эти цели должны быть написаны в специальной шифровке. Because your subconscious mind is only accessed by a special code. Потому что к подсознанию можно пробиться только с использованием определенного шифра. The first part of the code is you always write the goal in the present tense. Первый критерий этого шифра в том, что любые цели нужно писать в настоящем времени. You write the goal as though you already have it today. Вы пишете это так, как будто это у вас уже есть вот сейчас. So you would not write, I will earn a certain amount of money, but I earn this amount of money. Допустим, вы пишете, я не буду зарабатывать столько-то, а я зарабатываю столько-то. I drive this kind of car. Я сижу за рулем такой-то машины. I live in this kind of house. Я живу в своей квартире. As though it were already true. И как будто это уже правда, это уже случилось. The second key is to write it in the positive tense. Второй ключ – это писать цель в позитивном ключе. So you don't say, I will lose weight. Поэтому не надо писать я больше не буду толстым. You say, I weigh this number of kilos. Напишите, я вешу столько-то. You don't say, I will quit smoking. Не надо говорить, я брошу курить. You say, I am a non-smoker. Я не курю, пишите вы. And the third Не курящий человек. key is you always use the word I, referring to yourself. И третий ключ нашего шифра. Вы всегда пишете «я», то есть вы делаете цель личной. Because only you can use this word in reference to yourself in the whole universe. Потому что только вы можете использовать эти цели и местоимение «я», потому что они ваши, во всей Вселенной вы одни. And you follow it with an action verb. И вы должны обязательно в этой цели иметь хотя бы один глагол, который призывает вас к действию. So it's I earn this amount of money. Я зарабатываю столько-то. I weigh this number of kilos. Я вешу столько-то. I live in this kind of a house. Я живу в таком доме. I drive this kind of car. Я вожу такую машину. I enjoy this kind of family life. Я живу такой-то семейной жизнью. And for the rest of your life, write down your goals with this code. И когда вы будете в будущем писать свои цели, используйте вот эти три элемента шифра. And then what you do is you turn on all
the powers of your subconscious mind. Потому что таким образом мы проникаем в свое подсознание и включаем все рычаги на полную мощность. If you could have any goal on your list within 24 hours, which one goal would have the greatest positive impact on your life? Подумайте, если бы в течение суток могла бы реализоваться только одна из этих 10 целей, какая из них дала бы максимальный положительный эффект? And whatever it is, put a circle around it. И какую бы вы ни выбрали цель, обведите ее в кружочек. Okay, please do that. Пожалуйста, сделайте это. This is an exciting exercise. На самом деле это очень такое интересное упражнение. When you look at that goal that you put a circle around, it's exciting. Потому что когда вы посмотрите на цель, которую обвели, это захватывает дух. Now, this then becomes your major definite purpose. И по сути, вот эта цель становится вашей точкой фокуса, вашим смыслом жизни на данном этапе. This becomes your focal point. Это становится вот той точкой фокуса, о которой мы говорили. This becomes your number one goal in life. Это становится целью номер 1 в вашей жизни. And before the end of the day, И до конца дня you take a clean sheet of paper возьмите, пожалуйста, в любое время пустой листочек бумаги, and you write this goal at the top in the present tense. напишите эту цель в верхней строчке в настоящем времени And you set a deadline. и поставьте конечный крайний срок. And you make a list of everything that you could think of that you could do to achieve the goal. Как мы уже говорили дальше, вы составляете список всех действий, которые можете придумать, которые помогут вам эту цель реализовать. And then you organize this list by sequence and priority. А потом из этого списка дел у вас получается план за счет того, что вы расставляете приоритеты и выстраиваете последовательность. Until you have a plan. И тогда результатом становится план реализации вашей цели. And then you take action on your goal immediately. И немедленно вы начинаете делать хотя бы что-нибудь из этого списка. And then you do something every day on that one goal. А потом вы делаете что-то каждый день для достижения этой цели. And when you get up in the morning, you think about that goal. Вы, когда просыпаетесь с утра, вы в первую очередь думаете об этой цели. And all day long, you think about that goal. Весь день напролет вы думаете об этой цели. And as you get ideas for actions to take action immediately on that goal. Вам приходят какие-то в голову идеи, как еще можно было бы приблизить эту цель. Запишите их, начните действовать. And the more you think about that goal, the more creative you will become in achieving that goal. И чем больше вы будете думать об этой цели, тем более творческие пути ее достижения будут приходить вам в голову. Упражнение для постановки целей. Составьте список из 10 целей. Пишите цели в настоящем времени. Пишите цели в позитивном ключе. Используйте только местоимение «я». Выберите самую важную цель из списка. Поставьте для нее крайний срок. Разработайте план по ее достижению. Думайте и думайте об этой цели все время. And it is excellence orientation. Ориентация на стремление к совершенству. Every single person who is successful in any field is excellent at what they do. Каждый успешный человек, который действительно достиг чего-то в жизни, стремится стать совершенным в том, что он делает. So your job is to commit to excellence and join the top 10%. Поэтому ваша задача стать преданным стремлению к совершенству и присоединиться к тем 10%. Resolve to be the best at what you do. Вы должны принять решение стать лучшим в том, что вы делаете. When I first learned this, I was very disappointed Когда я только узнала об этой истине, меня она очень разочаровала. because I had never been good at anything. Потому что, как я понял, я ни в чем особого успеха не добился. I had been kicked out of school. Меня выкинули из школы, I had been fired from many jobs. меня увольняли с нескольких работ, I never had any money. у меня никогда не было денег. When I was 28, I was broke. Когда мне было 28, я был нищим. We say start off by identifying the key result areas of your work. Поэтому нужно определиться с основными сферами своей жизни. These are the things that you must do to be successful. Это те вещи, которые делать обязательно необходимо для того, чтобы достичь успеха. So you take a look at your work and you determine the essential skills you need to be the best. То есть вы смотрите на свою работу и определяете ключевые навыки, которые необходимы для того, чтобы стать лучшими. Now, there are three definitions of a key result area. Существует 3 определения вот этих ключевых навыков.
This is an essential skill that you have to get results. Во-первых, это ключевой навык, который необходим для того, чтобы в этой сфере преуспеть. First of all, you are responsible for doing it. Вы несете полную ответственность за обретение этих навыков. If you don't do this, no one else will do it for you. Если вы не будете этого делать самостоятельно, за вас этого не сделает никто. The second quality is it's measurable. You can measure if you've done it or not. Второе качество – измеримость. Вы должны понять, приближаетесь вы к успеху или нет, какой-то прогресс отслеживать. If you say you're going to contact a certain number of people, that's a key result area. Если вы определились, что вашей главной сферой фокуса будет контакт с как можно большим количеством людей, вот так вы можете измерять.